Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о линейке замечательных лабораторных медицинских микроскопов Leeuwenhoek MED10. Друзья, поехали! Что ж, друзья, линейка микроскопов Leeuwenhoek MED10 лабораторного и медицинского назначения включает в себя 5 различных приборов и, в свою очередь, является частью большой серии Leeuwenhoek MED, относительно новой, в которой помимо 10 под серии входит еще 7, друзья, различных линеек приборов. Каждый из них в той или иной степени интересен, мы обязательно сделаем отдельные обзоры на данные линейки. Ну а сегодня мы поговорим о самой младшей из них, но от этого не менее функциональной. Давайте переместимся к одному из представителей данной серии, микроскопу Leeuwenhoek MED10B, и рассмотрим его поподробнее. Перед нами микроскоп Leeuwenhoek MED10B, бинокулярная модель из линейки MED10, младший в серии медицинских лабораторных приборов Leeuwenhoek MED, однако от этого не менее функциональная. Как и все инструменты MED10, прибор имеет надежный металлический корпус, качественную стеклянную оптику, сложную систему освещения и широкие возможности, за счет чего микроскоп отлично подойдет для использования в лабораториях, медучреждениях, ветеринарных клиниках, а также для проведения различных анализов, опытов, изучения клеток, тканей микроорганизмов и бактерий. Каждый из приборов MED10 поставляется со следующими необходимыми для работы аксессуарами: сетевым адаптером, 10-кратными широкопольными окулярами, флаконом с иммерсионным маслом для работы на увеличение 1000 крат, парой предохранителей для светодиодного осветителя и 3 стеклянными светофильтрами для выделения окрашенных образцов желтого, зеленого и синего цвета. Как и у всех лабораторных микроскопов, подсветка в MED10 работает только от сети. Тумблер включает осветитель, яркость которого можно отдельно настроить с помощью колеса регулировки в основании прибора. Сам же светодиодный осветитель находится под полупрозрачной рассеивающей линзой. Помимо светодиода, сложная осветительная система модели включает в себя конденсор АБ с числовой апертурой 1,25, соответствующий наиболее мощному комплектному объективу, ирисовую диафрагму и отсек для светофильтров. Метод работы системы — светлое поле в проходящем свете, однако при необходимости инструментом MED10 можно доукомплектовать конденсором темного поля для исследования прозрачных образцов, освещенных косым светом с затемнением остальной среды. Комплектный конденсор АБ представляет собой фокусирующий световой поток линзоблок, перемещающийся вдоль оптической оси микроскопа между осветителем и объективом, который предназначен для регулировки интенсивности и глубины освещения образца. Под конденсором располагается регулируемая рычажком лепестковая диафрагма, похожая на ту, которую все мы видели в объективах фотоаппаратов. Она необходима для ограничения светового потока, что позволяет отсечь лишний замыливающий картинку свет, попадающий на объектив микроскопа от областей, не входящих в поле зрения окуляра, а также выделить малоконтрастные детали. Под диафрагмой расположен отсек для установки светофильтров, применение которых изменяет цвет светового потока, визуально выделяя участки образца, подкрашенные определенным красителем. Микроскопы MED10 оснащаются достаточно крупным предметным столиком 125 на 130 мм с установленным на нем препарата-водителем, способным плавно перемещать стекло с образцом по 2 осям, наводя под объектив именно тот участок, который интересует пользователя. Причем сделать это можно без труда даже на больших увеличениях. Фокусировочный механизм двухскоростной с колесом грубой и тонкой фокусировки для комфортного наведения резкости на кратностях до 200-300 и от 300-400 соответственно. Основные оптические элементы, объективы, располагаются на револьверном устройстве, позволяющем одним движением руки переключаться между ними, а соответственно и менять увеличение, что важно при активных наблюдениях. В базовую комплектацию микроскопов MED10 входит 4 ахроматических объектива в металлическом корпусе: 4, 10, 40 и 100 крат. К слову, ахроматическая схема является одной из самых простых. В таких линзах исправлены сферическая и хроматическая аберрации, а поле зрения прямое на 65% площади. По его краям же резкость начинает снижаться. Тем не менее, это вполне рабочая и качественная оптика для относительно бюджетных лабораторных моделей. Чуть позже в ходе теста мы обязательно в этом убедимся.
Во всех же старших моделях серии MET, начиная с 20, используются более совершенные полупланохроматические и планохроматические объективы, и благодаря стандартной посадочной резьбе на револьверном устройстве подобными линзами при необходимости можно доукомплектовать и наш прибор. Самый мощный 100-кратный комплектный объектив является иммерсионным, то есть для работы с ним среду между образцом и внешней линзой должна заполнять иммерсия, а не воздух, в данном случае масло. Его капля наносится на покровное стекло образца, а объектив погружается в нее. Во избежание образования воздушных пузырьков внешнюю линзу также желательно обрабатывать иммерсионным маслом, а после работы обязательно очистить специальным составом, например, ксилолом. Нужно отметить, что 40 и 100-кратные объективы имеют достаточно длинный корпус, из-за чего при регулировке фокуса их наружная часть может упереться в стекло с образцом. Во избежание повреждения линз для подобных ситуаций корпус этих объективов оснащен пружинным механизмом, который мягко убирает внешний блок внутрь при надавливании. Окулярная насадка внутри линейки MET 10 доступна в 5 различных вариантах. С одним окулярным выходом у микроскопа MET 10M, это самый простой вариант для наблюдения одним глазом. При этом модель единственная с нестандартным посадочным диаметром окуляра 21 мм, поэтому в дальнейшем заменить его можно будет только с заменой окулярной трубки в целом. Кроме того, это единственный прибор серии, имеющий угол наклона окулярной насадки 45 градусов, в то время как в остальных инструментах предусмотрен чуть более удобный для длительных наблюдений угол в 30 градусов. Следующий вариант — это бинокулярный микроскоп MET 10B, непосредственный герой сегодняшнего обзора, имеющий два окулярных выхода для левого и правого глаза. Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку на зрение, что опять же актуально при длительной работе с прибором. Тринокулярный вариант у трех моделей MET 10T с дополнительным третьим окулярным узлом для установки специальной цифровой камеры для микроскопа или любого фотоаппарата со сменной оптикой через переходник для фото и видеофиксации наблюдений. В случае с микроскопом MET 10T самой камеры в комплекте не предусмотрено. С прибором D10T такая камера с разрешением 5,1 мегапикселя, работающая в связке с компьютером или ноутбуком по USB проводу, входит в базовую комплектацию. Ну а инструмент D10T LCD оснащается 5-мегапиксельной камерой со встроенным ЖК-дисплеем диагональю 9,4 дюйма, сенсорным экраном и встроенной памятью 4 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карты памяти. Такая цифровая насадка работает автономно, питается отдельным кабелем от сети и не требует подключения к компьютеру, а также позволяет проводить измерения образцов, делать фото и записывать видео в формате Full HD. Отличный вариант для визуализации наблюдений перед группой пользователей. Каждая из перечисленных насадок является поворотной на 360 градусов. Ее можно установить в любом удобном для пользователя положении. Межзрачковое расстояние механической бинокулярной части регулируется в пределах 48-75 мм, позволяя точно настраивать прибор под ваше зрение. Комплектные 10-кратные окуляры, как мы и говорили ранее, имеют стандартный посадочный диаметр 23,2 мм, кроме модели MET 10M, что совместно с базовыми объективами дает 4 доступных из коробки увеличения. Напомним, что общая кратность системы микроскопа высчитывается путем умножения кратностей окуляра и действующего объектива. Так вот, в нашем случае это 40, 100, 400 и 1000 крат, чего вполне достаточно для покрытия максимального круга различных задач. В дальнейшем окуляры можно заменить сторонними с более мощным увеличением или наоборот с меньшим для получения большего поля зрения. Левый окулярный тубус содержит механизм диоптрийной подстройки, необходимый в том случае, если сила зрения пользователя на левом и правом глазу различается, и эту разницу следует скомпенсировать. Что ж, друзья, мы поговорили с вами о технических параметрах и особенностях конструкции микроскопов Leeuwenhoek MET 10. Пора перейти к практическому тесту, в котором нам помогут образцы из набора готовых микропрепаратов Leeuwenhoek N20NG. Первый образец — кровь человека. Обратите внимание, что, как мы и упоминали
ранее, кривизна поля зрения в ахроматических объективах исправлена только на 65%. Остальная площадь по краям поля зрения выходит из фокуса. Тем не менее, в центральной части изображение достаточно резкое и детализированное для продуктивных наблюдений. Видео мы получили с помощью обычного цифрового фотоаппарата и переходника на стандартный окулярный баррель 23,2 мм. Конструкция устанавливается в один из двух доступных окулярных узлов. На увеличении 100 крат отлично виден состав крови. Основной объем составляют красные кровяные тельца и лишь небольшой объем темно-синих элементов – тромбоцитов, лимфоцитов, гранулоцитов и моноцитов. На увеличении 400 крат становится доступно подробное строение эритроцитов. Видно их круглую форму и выемку посередине. Кроме того, можно детальнее разглядеть лейкоциты, крупные темно-синие пятна и тромбоциты, маленькие темно-синие точки. Следующий образец – сперматозоиды млекопитающего. На увеличении 40 крат деталей практически не видно, поэтому начнем сразу со 100-кратного увеличения, на котором различимо большое количество отдельных сперматозоидов. На 400 же кратах становится доступно более детальное строение половых клеток. Головка сперматозоида, в которой находится ядро, несущее одинарный набор хромосом, его тельца, несколько утолщенная часть между головой и хвостиком, и, собственно, сам хвостик, орган движения сперматозоида. Третий образец – поперечный срез спинного мозга, увеличение 100 крат. Оранжевая часть в середине образца – это серое вещество, более светлая часть вокруг – белое вещество, а полость в левой части изображения, а по факту в центре среза, это спинномозговой канал. Крупные темно-круглые клетки в сером веществе – это мотонейроны, обеспечивающие моторную координацию и поддержание мышечного тонуса. На увеличении 400 крат становятся видны детали строения белого вещества, представляющего собой массу вспомогательных клеток нервной ткани с мелкими темными ядрами, называющихся нейроглия, служащих микроокружением для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов. Что ж, друзья, как мы убедились с вами в ходе теста и нашего обзора, линейка микроскопов Leeuwenhoek MET10 является действительно достойной внимания. Она сочетает в себе относительно небольшую стоимость и достаточно широкий функционал. Данные микроскопы действительно отлично подойдут для использования в медицинских учреждениях, в различных лабораториях. Они обеспечивают очень хорошие возможности для покрытия максимально широкого круга различных задач. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Также, если у вас остались какие-то вопросы или вам есть что рассказать по тематике сегодняшнего ролика, обязательно оставляйте комментарии, друзья, давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупку в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте оптику с магазином Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!